Всем привет! Меня зовут Юлия Гендина. Вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Недавно на моем канале в Телеграме мы с вами обсуждали, как связана подушка. Какая? Вот это. Вот такую подушку я вам показала в Телеграме. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал в Телеграм, то ссылка в описании к этому видео. Так вот, я вас спрашивала, как связана эта подушка. Ну, давайте на нее посмотрим, что в ней необычного. Прежде всего мы видим, что мозаичный рисунок, это мозаичное вязание крючком, мозаичный рисунок расположен по диагонали. Казалось бы, видимо, это квадрат, ну или два квадрата, чтобы получилась подушка, в которых эти мотивы связаны диагональной мозаикой. Ну что такое диагональная мозаика? По идее, можно вязать мозаику, как и любую другую технику, от угла. Но в таком случае либо нужно вязать ее поворотными рядами, а вы знаете, поворотные ряды я не очень люблю, это и муторно, и как-то много времени у меня занимает, и рисунок немножко у меня деформируется, поэтому не люблю. Люблю либо обрывную, либо из центра. Получается, что тогда нужно вязать ее обрывную и бахрому уже прятать внутрь или кончики заправлять. Ну, в общем, есть вариантики, но не для меня. Я люблю все-таки, чтобы было попроще, чтобы приносило удовольствие. Так вот, как же я достигла такого диагонального эффекта рисунка, но при этом без всякой бахромы, без всяких сложностей? Сейчас вы поймете секрет этой подушки, когда я покажу ее изнанку. Вот смотрите. Я думаю, что этот единственный диагональный шов, возможно, навел вас на ту самую мысль. Да, эта подушка на самом деле связана по кругу. Так же, как мы связали с вами любую другую круговую подушку, я начала с цепочки воздушных петель, дальше начала ее обвязывать по кругу. И когда достигла необходимой мне высоты, я просто сложила ее определенным образом. Если вы занимались оригами или просто в школе на уроках труда делали из бумаги, из квадратиков всякие фигуры, то, возможно, вы уже догадались. Так вот, я ее сложила таким образом, что мне осталось только сделать один диагональный шов. И от такого складывания рисунок, который первоначально у меня был связан по прямой, да, то есть я вязала в круговом вязании, но рисунок прямой, он повернулся, и получились вот такие диагональные линии. И представляете, конечно же, любой абсолютно мозаичный рисунок можно таким образом связать, развернуть и посмотреть, как он будет выглядеть в таком формате. Очень интересно. Сейчас дальше в этом же видео я вам покажу уже некоторые технические моменты, как я это делала. Там есть один лайфхак, просто мне было важно, чтобы начальная цепочка воздушных петель, от которой я начинала, собственно, обвязывать это полотно, чтобы она была не видна, чтобы не было вот этого вот нижнего стыкового ряда. И, как вы видите, его и нет. То есть он вот здесь вот должен был бы быть, но его нет. Так вот, чтобы он был абсолютно невидимым, я воспользовалась тем же методом, который мы с вами использовали при вязании прямоугольника из центра. В общем, много слов, я думаю, что сейчас вы на практике просто увидите и сможете это легко повторить. Давайте же посмотрим на другом примере, как связать такую подушку. Вперед! Ну что ж, переходим к практике. Рассмотрим вот на таком примере. Я взяла этот узор, он вам знаком из книги «Самый нескучный плед». Простой, геометрический, очень хорошо ложится в такого рода изделия. Давайте сначала посмотрим внимательно на форму. Почему она такая и как из нее получается нужный нам квадрат. Итак, у нас прямоугольник, связанный по кругу. Это значит, что мы начали с цепочки воздушных петель, вот отсюда, и начали ее обвязывать. Сразу обратим внимание на то, что это наша начальная цепочка петель невидима. Зачем нам это? Затем, что когда мы сложим этот прямоугольник, эта линия у нас окажется по диагонали, и хотелось бы, чтобы она как раз не прерывала рисунок. Вот мы этого здесь и добились. Сейчас я вам через минуту покажу, как, собственно, это сделать. Итак, прямоугольник, связанный по кругу, и потом мы складываем его как лягушку, вспоминаем уроки труда в школе, и получаем квадрат с одним диагональным швом. А с другой стороны у нас рисунок лег вот таким образом. Вот наша начальная цепочка петель. Теперь вы понимаете, зачем она должна быть невидимой, почему она не должна прерывать рисунок, потому что это лицевая сторона нашей подушки. Здесь у нас шов. Что делать со швом? Поскольку мы вязали прямоугольник, да, то есть у нас вот здесь вот закончена нить,
ну, почти закончена. Соответственно, что я делаю? Я делаю шов из центра в один из углов. Вот эту часть оставляю открытой. Туда уже вкладываю подушку. И либо зашиваю, либо здесь можно сделать завязки, либо если умеете шить, вшить молнию на всем протяжении, как вам больше хочется, либо там декоративные пуговицы на эту часть, как угодно. А я чаще всего просто обычно дальше зашиваю, оставляю здесь цепочку воздушных петель, которые удобно потянуть и потом распустить до нужного мне места. Как я делаю соединение ряда? Очень просто. Я делаю его с помощью соединительных столбиков. Сейчас я вам покажу. Делаю его с помощью соединительных столбиков. Здесь важно держать нить от клубка внизу, то есть под полотном. Я ввожу крючок в одну дольку справа, в строго противоположную ей дольку слева. Вот так. И протягиваю нить через все петли на крючке. Вот таким образом. Дальше ввожу крючок в следующую петлю справа, напротив нее влево, с левой стороны и опять протягиваю нить через все петли на крючке. Здесь важно, чтобы нить от клубка располагалась под полотном. Мне просто не очень удобно так на камеру показывать. Вот таким образом. Протягиваем через все петли на крючке. И у нас тогда получается с внешней стороны, с лицевой, вот такая вот фронтальная красивая косичка. Вот так я делаю этот шов. Теперь давайте посмотрим, собственно, на сам наш прямоугольник и ответим, возможно, на главный вопрос, как рассчитать ширину полотна, чтобы получить нужного размера квадрат. Пойдем от обратного в нашей задаче. Мы знаем размеры желаемого квадрата. Например, я купила подушку 30 на 30 и хочу связать наволочку, соответственно. Чаще всего я делаю наволочку чуть меньше, мой вам совет, чтобы подушка лучше смотрелась. Если я покупаю подушку 30 на 30, то я вяжу наволочку, например, там, не знаю, 28 на 28. Если я покупаю подушку 40 на 40, то вяжу наволочку там 37 на 37, просто чтобы вот это место как раз подушка заполнила в наволочке. Итак, мы знаем, например, да, вот желаемый размер нашего квадрата. Как нам посчитать размеры прямоугольника? Очень просто. Мы смотрим на наш квадрат и видим вот эту линию. Эта линия – это гипотенуза в нашем прямоугольном треугольнике. Соответственно, чтобы посчитать длину этой линии, нужно взять квадрат одного катета, прибавить к нему квадрат другого катета, получить это число и из этого числа извлечь квадратный корень. Это правда просто. Вы получите длину вот этой гипотенузы, и она же у нас является шириной в нашем прямоугольнике. Соответственно, мне, например, для подушки 30 на 30 понадобилось связать, по-моему, 47 сантиметров. Там была ширина этого прямоугольника. Я вам свои расчеты дам в описании к этому видео. Дальше. Вяжем образец из пряжи и тем крючком, которым вы будете вязать эту подушку. Высчитываем, сколько у нас раппортов рисунка укладывается в сантиметрах. Считаем, сколько таким образом у нас раппортов нужно связать, чтобы достичь желаемую ширину полотна. В моем случае, по-моему, это было 6 раппортов, то есть я связала 6 раппортов в моем рисунке. Раппорт в рисунке равен 12 петлям, соответственно, я перевела раппорты в петли и получила необходимое количество начальных петель. Теперь, как нам связать такое вот невидимое донышко? Здесь мы с вами потренируемся на малых числах. Давайте свяжем один раппорт вот такого узора. Схема, повторю, в описании будет к этому видео. Итак, нам понадобится два цвета. Свяжем один раппорт. Это 12 петель, соответственно, мы набираем 12 петель. 12 воздушных петель.
Набрали 12 воздушных петель. Далее переворачиваем нашу цепочку и видим с обратной стороны вот такие вот горизонтальные перемычки. Начиная со второй перемычки от крючка вяжем соединительные столбики. То есть вытягиваем нить и сразу ее протягиваем через петлю на крючке. Делаем это сравнительно свободно. Сильно не затягиваем, иначе будет тяжело вязать следующий ряд. Так провязали наш начальный ряд. Вот цепочка. Давайте теперь посмотрим на схему. Эта цепочка соответствует первому ряду на схеме. То есть от нее в одну сторону и в другую, то есть на лицевую и на изнаночную, дальше пойдет узор. Пойдет он симметрично. Поэтому нам так важно, чтобы вот эта вот центральная белая линия проходила ровно посередине нашего фрагмента узора. Итак, мы в следующем ряду переходим на второй ряд. На схеме он обозначен цифрой 2. Мы уже там увидим крестики. Это значит, что нам уже во втором ряду нужно будет куда-то опускать столбики с накидом. Давайте сначала перейдем на контрастный цвет. Протягиваем цвет через петлю. Делаем воздушную петлю. Сейчас мы провяжем первый столбик нового ряда в промежуток между петлями. Вот сюда. Как раз, чтобы возместить недостающие при наборе 2 петли. Вот одну мы сейчас возместим, а вторую мы возместим с другого конца. Итак, провязали первую петлю. Теперь провязываем в каждую петлю нашей цепочки, не забываем про первую, которая находится рядом с узелком. За дальнюю стенку провязываем столбик без накида. Можно сразу одновременно вплести кончики, но я сейчас это делать не буду, чтобы вам просто было лучше видно, как я провязываю эти столбики. То есть я ввожу крючок в дальнюю стенку каждой петли и провязываю классический столбик без накида. Пока мы на схему не смотрим, вот эту сторону второго ряда мы пока провязываем просто столбиком без накида, потому что нам просто некуда будет пока опускать столбики с накидом. У нас пока не сформирован ряд этого цвета. Довязали до конца ряда. Опять здесь одну петлю провязываем между петлями. То есть вот сюда, например. Переходим на другую сторону. И вот здесь мы уже начнем по схеме провязывать столбики с накидом. Мы вяжем второй ряд, и уже мы видим, что уже в первой петле нужно провязать столбик с накидом. Куда нам его провязать? Первая петля вот, соответственно, мы будем вязать не столбик без накида в нее, а столбик с накидом и опустим его вот в эту петлю. Вот сюда. Это у нас боковая, а вот в эту мы опустим столбик с накидом. Соответственно, петля, которая осталась сзади, у нас пропускается. Дальше по схеме вяжем 3 столбика без накида. Один столбик с накидом. Куда опускаем один столбик с накидом? Пропускаем внизу 1, 2, 3 петли и вот в четвертую опускаем. Контролируйте себя, чтобы у вас и сверху было 3 петли, и снизу было пропущено 3 петли. Дальше один столбик без накида и снова один столбик с накидом опустили вниз. Дальше 3 столбика без накида. И последний столбик с накидом нам вновь нужно опустить вниз. Куда? Не в боковую петлю, а в следующую за ней. То есть вот сюда. Все, провязали. Теперь соединяем. Соединяем как раз в нашу вот боковую петлю. Вот она у нас здесь. Вот она. Соединили ряд, подтягиваем и возвращаемся к белому цвету. Хвостики можно эти уже заправить, чтобы они нам тут не мешали. Я их пока вот так вот прижму.
Мы таким образом провязали с вами начальную цепочку, которая соответствовала первому ряду, и провязали второй ряд, переходим к третьему. Смотрим на схему, что у нас в третьем ряду. Раз, два, три столбика без накида и один столбик с накидом. Посмотрите, где расположен этот белый столбик с накидом. Он расположен вот здесь вот, то есть справа и слева вот от этой вот фигуры. То есть мы эти столбики будем опускать вот в эти вот перемычки. Для этого мы и вязали эту начальную центральную цепочку именно соединительными столбиками, чтобы у нас было за что здесь цеплять. Соответственно, мы начинаем ряд с 3 столбиков без накида, первый из которых расположен ровно над провязанным вот этим столбиком, да. Соответственно, начинаем с воздушной петли. Первую петлю просто провязываем столбик без накида, она у нас здесь боковая. Дальше 3 столбика без накида по схеме. И на 4 опускаем вот в эту вот перемычку. Вот она. Опускаем столбик с накидом. Снова 3 столбика без накида. И вновь столбик с накидом опускаем в белую перемычку. 3 столбика без накида. Одна наша боковая петля здесь. И переходим на вторую сторону и вяжем точно так же по схеме. Опять 3 столбика без накида. Один с накидом. Вот теперь в эту верхнюю перемычку. Видите, у нас с вами образуется симметричный рисунок относительно центральной линии. Точно так же здесь провязываем. Оставшиеся 3 столбика без накида. Проверяем здесь у нас симметрию. Здесь у нас 1, 2, 3 столбика, один центральный и здесь 3 столбика. Соответственно, соединяем теперь центральный. То есть ничего тут не провязываем. Это у нас просто соединительные петли. Всегда проверяем себя, считаем. Вот что у нас должно получиться. Абсолютно симметричный рисунок и относительно центральной линии, и относительно сторон лево-право. Здесь 7 петель, здесь 7 петель, все одинаково. Возвращаемся к горчичному цвету. И переходим таким образом на 4 ряд. Воздушная петля. Смотрим, что у нас по схеме в 4 ряду. 1, 2 столбика без накида, один с накидом. Смотрим, где расположен столбик с накидом. Он расположен справа от предыдущего белого. То есть вот здесь он будет. Да? После него у нас 2 петли без накида. Ну, одна боковая тоже. Вяжем одну боковую. Дальше 1, 2 столбика без накида, один столбик с накидом. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Один столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 снова без накида. То есть 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, один с накидом. Постепенно вы начнете видеть уже по рисунку, где какие столбики вам нужно провязывать. Будьте аккуратны здесь в местах соединения, чтобы не провязать лишних столбиков. У вас должно быть всего с краю 5 столбиков. 1, 2 и здесь у нас 1, 2, 3. То есть всего 5. Соединяем. Помните, что мы вяжем по кругу без прибавок больше, поэтому у нас полотно естественным образом загибается и превращается вот в такую лодочку. И вот как раз у нас, зачем мы здесь провязывали уже вот эти вот столбики, чтобы рисунок не прерывался. Вот он у нас не прерывается. Так, связали. Возвращаемся к белому цвету.
1 воздушная. Значит, здесь у нас боковая петля. Важно на боку не пропустить момент, когда рисунок должен тоже уже здесь формироваться. То есть пока что мы укладываемся абсолютно в картинку, но в какой-то момент здесь тоже появится уже столбик с накидом. Сейчас мы поймем, нужен он здесь уже или нет. Пока идем строго по схеме. Значит, 5-й ряд у нас 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом. Этот столбик с накидом должен быть у нас справа от предыдущего, то есть вот здесь. 1 столбик вяжем без накида, 1 столбик с накидом. Дальше 3 столбика без накида, 1 столбик с накидом вот сюда, в центр. Дальше симметрично 3 столбика без накида, 1 столбик с накидом. Снова 3 столбика без накида, 1 столбик с накидом. Да, пока что по бокам у нас сохраняются столбики без накида. То есть пока что другие столбики здесь не нужны. Вяжем вторую сторону симметрично. В конце у нас 3 столбика без накида, 1 с накидом. И завершаем 1 столбиком без накида. Всего здесь должно быть 3, так же как и на этом углу. Значит, соединяем и завершаем ряд. Возвращаемся к горчицам. 1 воздушная. Это у нас будет 6-й ряд. В 6-м ряду, смотрим уже по рисунку, у нас должны быть здесь столбики с накидом. И должен быть уже здесь 1-й столбик с накидом. Дальше 1 пропуск. И вот здесь должен быть столбик с накидом. Хорошо. То есть первая петля у нас столбик без накида. Дальше столбик с накидом. 3 столбика без накида. 1 с накидом. 1 столбик без накида. 1 с накидом. Так, на углу у нас столбик с накидом, 1 без и снова 1 с накидом. То есть пошла на углу вырисовываться наша фигура тоже. Так, провязываем вторую сторону симметрично. Чем хороши такие простые рисунки, тем что, ну, особенно для тренировки, тем, что раппорт очень небольшой и рисунок хорошо прослеживается. То есть вы довольно быстро сможете уже вязать без схемы. Это хорошая тренировка именно такого вязания без схемы, когда вы тренируете глаза и мозг, чтобы он ориентировался по полотну. Так, все, у нас на углу должен быть столбик, столбик без накида, еще 1 столбик с накидом. Соответственно, все мы тут связали и можем теперь соединить. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот штука. Тут всего 1 раппорт, напоминаю. Но вот мы его, видите, сделали законченным. То есть вот он у нас в едином полотне, но на самом деле полотно круговое. То есть оно имеет лицевую сторону и изнаночную. И при этом здесь по шву, по наборному краю никак рисунок не прерывается, никак не деформируется. И постепенно, ну, естественно, с боков тоже он никак не прерывается. И постепенно, вот так вот вывязывая полотно, вы достигнете нужных размеров и по ширине, и по высоте, чтобы уже сложить его
квадрат. Конечно, я рекомендую такой способ провязывания дна и просто для круговых изделий, если вы не хотите, если вам не нужен здесь такой четкий шов нижний. Иногда он бывает нужен, иногда мы хотим имитировать, наоборот, сшивное изделие, а иногда вот можно добиться вот такого вот эффекта непрерывного полотна. То есть в итоге у вас получится вот такая вот штука. Непрерывно ни с боков, ни на дне. Вот такая вот техника. Я надеюсь, что вы попробуете обязательно. И, может быть, поначалу вам будет непривычно. Здесь может быть сложновато привыкнуть к тому, что уже сразу при обвязке цепочки вам нужно будет следить, как идет рисунок, и уже сразу опускать нужные столбики. Но попробуйте, просто возьмите маленький раппорт, возьмите вот такой простой узор и потренируйтесь. Раз, два, три, на четвертый раз точно получится, и в голове все сойдется. И вам тогда будет гораздо проще уже это перенести на большее количество раппортов и большие полотна. Обязательно попробуйте лягушку. Наверное, так ее и назову, подушка-лягушка, потому что по принципу складывания это очень похоже на те самые наши лягушки из бумаги. Поэкспериментируйте здесь со швом, как там зашивать его или не зашивать, что-нибудь пришивать, какие-нибудь пуговицы или, может быть, даже молнию. Ну и очень интересно будет, конечно, как выбранные вами орнаменты лягут в такой диагональной форме, потому что иногда это бывает очень неожиданно. Большое вам спасибо, приятного вязания и, как обычно, будьте здоровы. Пока-пока.